Hello everybody, my name is Dagan and today I'm gonna show you how to act as professional player. But before we start, I have to say that during the video I'll speak Russian, but of course I added subtitles for you. So make sure you turn them on. Alright, let's begin. Сегодня мы увидим не особо зрелищный, но демонстрационно-показательный бой на борще. Перед тем, как мы начнем наблюдать за великолепной игрой негатива, я быстро напомню вам ТТХ этой интересной ПТшки 8 уровня. Прочность танка составляет 1100 очков. И это мало. Однако коэффициент заметности крайне низкий, а значит при игре от кустов он с лихвой компенсирует небольшое ХП. Масса танка 23 тонны, и двигатель мощностью всего в 207 лошадиных сил способен разогнать нашу черепаху до 35 км в час. Но это максимум, а так в среднем ползти вы будете, дай бог, со скоростью 25 км/ч. Бронирование, ну вы поняли, его просто нету, так что движемся дальше. Орудий на выбор у нашей ПТ сразу несколько, но взять с собой в бой, к сожалению, можно только одно. И в сегодняшнем видео будет фигурировать 15-сантиметровый дрын, о котором поговорим подробнее. Разброс ствола в 0.4 и перезарядка за 20 секунд не делают ему красоты, ровно так же, как и скорость сведения в 3 секунды. Однако, если это ружо выстрелит и попадет, то вражина получит 750 урона, что на 8 уровне является половиной ХП. Но вот как бы и все, краткий экскурс закончен и пришло время глядеть на бой. В начале боя давайте окинем взглядом список команд. Мы видим, что негатив со своим совзводным попали, мягко сказать, в полную корму. Ну, то есть в бой к десяткам. Однако, боекомплект нашего героя состоит в основном из кумулятивных снарядов, так что единственной проблемой в нанесении урона будет кривая точность пушки. Ну и да, конечно же, ВБР. С самого старта негатив занимает очень интересную позицию. Дело в том, что в команде противника, ровно так же как в своей, полностью отсутствуют арты, а значит чемодан на фулл хп он не получит. Так что, выбрав в роли укрытия рельеф и ямки возле штанов, он начинает активно отправлять увесистые плазмоболванки по своим врагам. Вот у меня вопрос. Как оно так получается, что наикривейшая пушка при движении, к тому же при повороте башни, дает точный выстрел с вертухи в микропроекцию Т-54. Да, необъяснимые лаки-шоты в нашей игре дело, к сожалению, нередкое, но вот против Деда 7-го эта фишка уже не проканает. Его адамантиевая броня вкупе с силовым полем легко и непринужденно отражают выстрелы негатива, отбрасывая их в разные стороны. И тут начинается самое любимое занятие в нашей игре. Ну, угадайте какое? Конечно, позиционная перестрелка. Ух! Вы можете меня спросить: Ган, вот зачем ты нам все это показываешь? Как будто мы ни разу не играли в Стоялова. А я вам отвечу, друзья, все самое интересное только начинается. Пока я вам тут рассказывал про прелести кустового гейминга, негатив успел отправить смачную болванку в бок Т-44. Но та каким-то чудом осталась жива и с 2 хп убежала прятаться на балкон. Стоило ей исчезнуть с радаров, как тут же на ее месте появился еще один любитель потанковать бортом. Объект 140, решивший помочь своему заколдованному товарищу на ИС-7, поспешно скушал 700 урона, и теперь его полоска прочности похудела в 2 раза. У меня создается ощущение, что все, кроме объекта 140-го, в упор стараются не замечать присутствие борща. Такое чувство, будто негатив в этом бою играет роль эпического героя, который в полусражении борется только с одним противником, а все остальные, словно декорации, пуляют в разные стороны, создавая видимость адской бойни. Внезапно обнаружив сзади себя удобные кусты, негатив предпринимает попытку разящего выстрела из инвиза. Но да, как вы могли убедиться, аура несокрушимости ИСа-7 направляет снаряд на сквозной пролет под днищем. И вновь увлекательное КД. Быстро окинув тылы своим профессиональным взглядом, наш герой находит там недобитую Т-44. Но союзники в этот раз опережают нашего стрелка и отправляют ее в ангар быстрее, чем борщ успевает повернуть в ее сторону свой хобот. Не мешкая ни секунды, негатив снова пытается выстрелить в НЛД ИС-7, но тут как тут обнаруживает караулющего объекта 140. Вот чем руководствовался игрок на этой СТ. Ну серьезно, там, куда он смотрел, кусты.
Борщ – крайне незаметное ПТ. В любом случае он выстрелит в тебя первым. Впрочем, ладно. Декоративные враги в штанах наконец начали друг друга пробивать. Спустя 1000 выстрелов силовое поле ИСа-7 было полностью уничтожено. И теперь ему потихоньку наваливают урон. Такое пиршество негатив никак не может пропустить. И спустя 100-500 промахов он в кои-то веки пробивает адамантий деда. Тот, как вводится, продолжает играть свою скриптовую роль и перестреливаться с Есотом. Следующая плюшка аналогично пенетрирует броню ИСа, и теперь у него осталось совсем мало хп. Однако, несмотря на неминуемую гибель, семерка продолжает упорно стоять на месте и даже не пытается отъехать назад. Вот что значит воевать не на жизнь, а на смерть. Катание негатива взад и вперед можно назвать антикоричневым рефлексом, но с другой стороны в этом есть и иной мотив. Время перезарядки борща по-настоящему утомляет, и чтобы сохранить темп боя, необходимо как-то себя в это время развлекать. Третий выстрел попадает прямо в цель, и ИС-7 отправляется в ангар. Спустя 4000 урона негатив таки получает лакомый кусочек и записывает фраг на свой счет. Посмотрев на миникарту, мы можем увидеть, как на плато происходит бодрое танковое рубилово. За ним также какое-то время наблюдает наш борщ. Однако мега интересный бой на фланге еще не закончен. И хотя фулового ИСа-3 и шотную семерку назвать особо опасными врагами нельзя, но глядя на то, как долго жил предыдущий Дед-7, некая опасность за будущее нашего борща все-таки есть. 140-й объект всеми силами пытается изобразить оборону Сталинграда и отпугнуть давящих фланг союзников негатива. Тем временем на плато со взводной МХ-CDC вместе с зелеными потихоньку добивает тамошних врагов. Так что никакой нужды для нашего борща менять фланг и помогать наверху нету. Немного покараулив недобитую СТ-шку, наш герой решает присоединиться к феерической перестрелке на дальние расстояния. Аккуратно высунувшись из-за ямы, он не успевает бахнуть в откатывающий ИСа-3, а семерку ему не видно из-за камня. Так что вполне себе нормальное решение продолжать мониторить угол скалы. Но терпению есть предел. Уже охота покататься и пораздавать болванки хотя бы с другой позиции. Не дождавшись засвета ИСа, негатив вслепую откидывает плюху и начинает шевелиться в сторону вражеской базы. Но вот же зараза, только ты решишь уехать, как враг сразу же вылазит из своего укрытия и манит своим девственно полным ХП. Как бы говоря, ну давай, продамажь меня. Отними у меня 750 хп одним выстрелом. Негатив, конечно же, отвечает на зов, но, видимо, тот из 3 захватил с собой фотографию серба, так что снаряд уходит в гуслю. И вот сейчас момент истины. Да, броня хрустнула, а хпшки улетели в небо. Пытливый Сушка своим БЛ-10 достреливает советский тяж, ну а мы немного перемотаем бой вперед. Пока наш борщ едет в ускоренном режиме, я хочу проанализировать это стоялово. Дело все в том, что причина, по которой я назвал это сражение демонстрационно показательным, весьма банальна. Вот та яма, в которой всю игру стоял наш негатив и откуда настреливал кучу урона, она ведь легко простреливается. Я сам лично неоднократно замечал, как огромные толпы рашащих врагов отдавались одной СТ-шке, упавшей в это место. Ведь если бы красные догадались поехать по краю карты и помешать негативу, ему бы пришлось менять позицию и вставать в дефолтную позу позади своих тяжей. Но нет. Подумаешь, борщ какой-то с 15-сантиметровым стволом. Ха! Че он может-то? В общем, мораль сей басни такова. Всегда смотрите по сторонам и пытайтесь уничтожить в первую очередь врагов, у которых наилучшая позиция для обстрела ваших тиммейтов. Пока я зачитывал мораль, негатив успел прикончить АФКшную ПТшку и дать урон по убегающей вафле. Сразу после этого ее добирает союзная ИСУ. Бой в принципе выигран. Осталось найти борща 140-го и можно открывать бутылку детского шампанского. Вот, к слову, поворот сюжета. Вражеский борщик все это время стоял где-то на балконе и не пойми, чем занимался. А теперь, когда его команда окончательно повержена, решил перед кончиной пострелять в Е100. Да, еще один полезный союзник. В любом случае, негатив в этом бою пострелять уже не сможет, так что
самое время взглянуть на результаты. Мастер 79 тысяч кредитов, 2500 опыта и почти 7к урона. Такими цифрами сегодня вряд ли кого-то поразишь, но вот рогатые противники и вареные союзники с большим упорством продолжают нас удивлять в каждом бою. На этом на сегодня все. Спасибо вам за просмотр, подписку и лайк. Я же с вами прощаюсь до следующего видео. Побольше вам таких противников и поменьше таких союзников. Увидимся!